Для получения вещей из этого видео вам нужно иметь дополнение к игре. Называется оно «Прославленные пираты». Вам дадут посетить Черный остров с вещами капитана Моргана, остров Сакрифисиас с камзолом и оружием капитана Дрейка и остров Тайны с пожитками Стида Баонита. На экране показаны 3 костюма, которые вы найдете на этих дополнительных островах. Сперва отправимся за скарбом капитана Фрэнсиса Дрейка. Когда приблизитесь к отметкам островов, вам покажут меню перемещения. Высаживаетесь через него на берег. В левой части карты находится остров Сакрифисиас. Идите туда. Вам нужны 3 сундука. Первый в строении на той горе. Подниматься лучше по этому пути. Здесь лежит щеголольский костюм капитана Фрэнсиса Дрейка. Теперь бегите на точку синхронизации, где летают какие-то птички. Там точка синхронизации, а вам нужны все желтые сундуки на этой мини-карте. Острова населены агрессивными лесными болванами, так что не расслабляйтесь. Там ящик с пистолетами мистера сэра Дрейка. В той яме палаши лежать тоже Дрейка, Фрэнсиса. А там любезно оставили шлюпку, чтобы сразу на галку свалить. Наша команда модников отмечают обновку в гардеробе Эдварда. Теперь пора забрать пожитки капитана сэра Генри Моргана. При подходе к правому краю карты у вас отметится локация «Черный остров». На нем находится имущество капитана Моргана, камзол, пистолеты и типа косметика для корабля. Можете просто обчистить остров, но конкретные вещи находятся под ветряной мельницей на складе. Орлиным зрением запеленгуйте мистера Ключника и отберите ключ от склада. На этой локации куча солдат. Сейчас для записи ролика оставлен только одинокий господин Ключник. Последний важный ящик за складом на пригорочке, но ваш маршрут может быть другим. Зайти на остров можно с 2 сторон. А таков путь патрулирования мистера Ключника. Вот я надел этот щегольский костюм негодяя, капитана пиратов Генри Моргана, и сразу стал быдлом. Носовая фигура черного корабля. Она не дает никаких преимуществ, кроме косметических изменений вашего судна. А это паруса черного корабля Генри Моргана. Тоже простое изменение внешнего вида, без влияния на характеристики. Хотя... Бойзы говорят... Черный орк. Самый сильный. Наверное, это цвет горка. А может, я это все выдумываю, не помню. Сейчас мы идем на остров Тайны, где лежат вещи Стида Баонита. В этой области, на пути к острову, враждебная зона, в которой вас будут шахать вражеские корабли. А из этого тумана постоянно появляются пиратские эскадры. Если свернете еще правее, то
то вас может зажухлить корабль-призрак МС «Принц». Это правый нижний угол карты, где находится босс-корабль. Этот остров, как и остальные, заселен негодяями, а на входе вас ждет неожиданность, возможно, жидкая. За бревном чучела краснопузых гипотетический пришелец может со страху пальнуть в них и предупредить весь лагерь, если бы они все не были суперглухими. А что это у нас тут в кустах сидит? Щемило пятнистый. Решил Эдвардами полакомиться. Как же притягательно. Он приходует всяких болванов кулаками. Теперь нам туда. На эту скалу можно забраться с разных сторон. Причем незаметно. Посмотрите, тут челика в фартуке колотят. Надо заступиться за ремесленника. Ша! Ты свободен. Иди. Лепи горшки или еще чего. В сундуке носовая фигура для корабля. Остальные штуки там, в острове корабля. Наряд Стида Боннета. А в той пещере, на скале, паруса, как на корабле Стида. Остров сделан хорошо. Здесь больше интересных объектов и событий, чем на остальных. Там еще есть арена вялых драчунов. Они просто попехивают друг друга, без интереса и урона. Вот она, коняга со стидовой посудины. Единорог, конечно, но тоже сойдет. У финикийцев, например, часто ставили этих жухлов на носу, типа удачу приносили. Впрочем, как куча остальных существ. Паруса эти, скорее всего, из конопли. Хоть многие ткани могут выцвести, но во временной период игры почти везде использовали конопляную ткань. А у этой еще и цвет характерно коричневатый. О нет! Да это же те, которые не британцы. Спасибо за просмотр и удачи. А меня, похоже, ждет десинхронизация.